Африканское солнце не знало жалости. Оно выжигало саванну до кости, превращая траву в ломкую солому, а воздух в в дрожащее марево. Для 8-летней Эмили Харрисон этот жар был странным утешением. В стерильных палатах онкологического центра в Бостоне всегда было холодно. Там пахло спиртом, кварцем и страхом, а здесь — пылью, диким медом и вечностью. Эмили была прозрачной. Сквозь ее кожу просвечивали тонкие голубые вены, а редкие светлые волосы едва прикрывали шрамы от катетеров. Лейкемия была ее тенью, хищником, который медленно сжимал челюсти на ее горле. «Посмотри, милая», — шепнул отец, Джеймс, указывая на заросли акации. Они были на сафари. Последний подарок, как шептались родственники, хотя родители вслух называли это оздоровительной поездкой. Доктор Ричард Митчелл, давний друг семьи и человек, чье сердце одинаково болело за вымирающих носорогов и за угасающих детей, настоял на этом. Джеймс Харрисон нажал на тормоз джипа. В 10 метрах от дороги в тени высохшего куста лежало нечто рыжее. Это не был величественный зверь с туристических открыток. Это был комок шерсти и ребер. Маленький львенок, брошенный Прайдом, умирал от обезвоживания. Его дыхание было прерывистым, а глаза затянуты мутной пленкой. «Мы не можем его оставить», — прошептала Эмили. Ее голос был едва слышен, но в нем звучала сталь, которой не было даже у взрослых. «Он такой же одинокий, как и я. Мы оба ждем, когда за нами придут». Рейнджеры заповедника были категорически против. «Законы природы суровы», — говорили они. «Слабые должны уйти, чтобы дать место сильным». Но Эмили смотрела на них своими огромными, полными боли и мудрости глазами старой души, и мужчины отводили взгляд. Доктор Митчелл взял на себя ответственность. Львенка назвали Кира, что на одном из местных наречий означало «воин». Следующий год стал легендой в семье Харрисон. Благодаря связям Митчелла и специальным разрешениям для реабилитации животных, Кира перевезли на их ранчо в Монтане. Это было странное и прекрасное зрелище. Девочка, едва державшаяся на ногах от курсов химиотерапии, и львенок, который поначалу не мог даже лакать молоко из миски. Они выздоравливали синхронно. Когда Эмили делала свои первые шаги без поддержки матери, Кира впервые зарычал на пролетающую мимо сойку. Когда у Эмили начали отрастать волосы, густые и золотистые, у Кира прорезалась первая щетина на месте будущей гривы. Эмили вела дневники. Она записывала каждый фунт, набранный львом, каждую съеденную им порцию мяса. Она читала ему учебники по биологии, пока он лежал, положив тяжелую голову ей на колени. «Ты вернешься домой, Кира», — говорила она ему, запуская пальцы в его жесткую шерсть. «Ты будешь королем, а я буду просто жить. Это честный обмен». В 10 лет Эмили вошла в стадию устойчивой ремиссии. В тот же месяц Кира стал слишком велик и опасен для домашнего содержания. Его время в мире людей истекло. Разлука была тихой. Эмили не плакала на людях. Она знала, чтобы спасти то, что любишь, его нужно уметь отпустить. Кира отправили обратно в закрытый заповедник в Южной Африке под присмотр лучших специалистов. Прошло 8 лет. Эмили превратилась в 16-летнюю девушку с камерой в руках и огнем в сердце. Она стала известным фотографом-анималистом, используя свою известность для сбора средств на защиту дикой природы. Она несколько раз навещала Кира, но встречи были горькими.
Лев вырос. Он стал огромным альфа-самцом с рваным шрамом на ухе и холодным взглядом золотых глаз. Он не узнавал ее. Он рычал, когда она приближалась к вольеру, и в его глазах не было ни искры памяти о долгих зимах в Монтане. «Это нормально, Эмили», — успокаивал ее доктор Митчелл. Его инстинкты победили. Он стал диким. Это именно то, чего мы хотели. Но в этом году из заповедника пришли тревожные вести. Кира стал агрессивным. Он перестал охотиться, начал бросаться на ограждения и почти не ел. Эксперты разводили руками. Сбой в социализации. Говорили, что ранняя связь с человеком создала в его психике трещину, которая теперь превратилась в пропасть. Эмили прилетела в Африку в тот же вечер. День ее визита в сектор Кира начался с удушающей тишины. Эмили шла по тропе к вольеру для временного содержания, когда услышала шум мотора там, где его не должно было быть. Браконьеры. 3 мужчин в камуфляже действовали быстро и профессионально. Они не собирались убивать. Живой лев стоил в десятки раз дороже. Один из них, с лицом перечеркнутым старым шрамом, уже целился из винтовки с транквилизатором в Кира, который метался за решеткой. «Стойте! Что вы делаете?» — крикнула Эмили, выбегая на открытое пространство. «Отойди, девочка», — усмехнулся один из них, даже не оборачиваясь. «Это не твой лев. Это товар. Отойди, если не хочешь получить дозу снотворного для носорога». Эмили не сдвинулась с места. Она встала между стволом винтовки и клеткой. Ее сердце колотилось, отдаваясь в ушах тяжелыми ударами, точь-в-точь, как 8 лет назад в больничной койке. «Вы совершаете ошибку», — прошептала она. В этот момент воздух содрогнулся. Это был не просто рык, это был звук раскалывающейся земли. Кира не просто рычал. Он нашел слабое место в старом креплении ворот вольера, которое браконьеры уже успели подпилить. Огромная туша весом в 250 килограммов вылетела наружу, как живой снаряд. Толпа, рейнджеры и сотрудники, прибежавшие на крик, замерла. Никто не осмеливался пошевелиться или даже вдохнуть. Перед ними стоял взрослый лев, огромный, напряженный, с золотыми глазами, прикованными к маленькой человеческой фигуре. Тишина стала давящей, когда мышцы хищника напряглись, готовые к прыжку. «Он движется», — едва слышно прошептала подоспевшая Эмили доктору Митчеллу. «Отойди», — ответил он, медленно поднимая свое ружье. Но Кира не смотрел на Эмили как на добычу. Он прыгнул мимо нее. Браконьер с винтовкой не успел нажать на спуск. Лев сбил его с ног одним ударом лапы. Остальные двое бросились к своему фургону. Машина сорвалась с места, поднимая облако пыли, но лев в несколько прыжков догнал ее, вцепившись в боковое зеркало и вырывая кусок обшивки с корнем. Затем он развернулся. Медленно, тяжело дыша, он пошел обратно. Рейнджеры вскинули оружие. «Не стреляйте!» — закричала Эмили. «Пожалуйста, не стреляйте!» Она сделала шаг вперед. 1 шаг в зону смерти. Лев замер. Его хвост нервно дергался, когти впивались в сухую землю. Он выглядел как самовоплощение ярости. Эмили чувствовала запах его пота, запах крови браконьера на его морде. «Кира», — тихо сказала она, — «это я». Лев сделал выпад. Он оказался так близко, что она почувствовала жар, исходящий от его тела. Он пригнул голову и шумно втянул воздух. Его ноздри трепетали, секунды растянулись в часы.
И вдруг рычание, от которого дрожали стекла в джипах, сменилось другим звуком. Это был глубокий, вибрирующий выдох, почти стон. Кира подался вперед и коснулся лбом ее плеча. Не как хищник, а как тот маленький комок шерсти, который она когда-то грела под своей курткой в Монтане. Он узнал ее не по лицу, а по запаху той самой силы, которая помогла им обоим выжить. Это мгновение спасло всех. Браконьеров позже задержали на границе заповедника, а Кира не стали усыплять, как опасное животное. Спустя год Эмили сидела на смотровой площадке, возвышающейся над долиной. Внизу, под раскидистым зонтичным деревом, лежал Прайд. В центре, окруженный 2 львицами и 3 неуклюжими котятами, спал Кира. Он был величественен в своем покое. Он больше не подходил к ней. Когда она приезжала, он мог на мгновение поднять голову, посмотреть в ее сторону своими золотыми глазами и снова закрыть их. «Ты никогда не был моим», — тихо сказала она, глядя в объектив камеры. «Ты всегда был собой». Рядом с ней стояла группа студентов-экологов. Один из них, восторженный юноша, доспросил: «Мисс Харрисон, это правда? Правда, что вы вырастили короля этого Прайда? Что вы его приручили?» Эмили улыбнулась. В этой улыбке не было гордости, только бесконечная тихая грусть и такая же бесконечная радость. «Нет», — ответила она, собирая штатив, «мы просто помогли друг другу выжить, а потом научились отпускать». Она знала, иногда самая большая любовь — это не право собственности, это право быть свободным. Кира подарил ей жизнь, когда она умирала, а она подарила ему дикость, когда он был слаб. Они были квиты. Эмили развернулась и пошла к джипу, ни разу не оглянувшись. А далеко внизу, в тени акации, огромный золотой лев лениво зевнул и проводил ее взглядом, в котором на долю секунды отразилось небо Монтаны.